Небо стало оранжевым, дроны снова тушат свет в российских регионах. Новый удар может отразиться и на снабжении Москвы. У Герасимова продолжают говорить об окружении Покровска. Что происходит в городе на самом деле? Партия Трампа потерпела поражение на местных выборах. Американцы голосуют за демократов. НАТО готовит операцию по блокаде одного из российских регионов. План оказался раскрыт. Американские избиратели смотрят налево. Известные трамписты тоже. Но есть нюансы. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. А начинаем с тревожных новостей. Государство-агрессор все-таки получило дополнительный людской ресурс для войны. Ким Чен Ын предоставил Путину еще 5000 своих солдат. Об этом заявили в парламенте Южной Кореи со ссылкой на разведданные. Правда, речь идет не о хваленном северокорейском спецназе, а о стройбате, который Кремль собирается бросить на восстановление инфраструктуры. По данным южнокорейской разведки, этот 5000-ный контингент был отправлен в РФ еще в сентябре. Сейчас, по данным Сеула, у границ с Российской Федерацией и Украины находятся уже около 10 тысяч северокорейских солдат. За прошедший год в боях на стороне агрессора погибло не менее 600 бойцов КНДР, тысячи ранены. Украина второй раз за неделю ударила по ключевым объектам энергетической инфраструктуры России: ТЭЦ в Орле и подстанции под Владимиром. Российские власти рапортовали об отраженной атаке. Вражеские атаки региона продолжаются. В результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника. При падении их отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка. В настоящий момент информации о пострадавших нет. Новояз в путинской России развивается, и вот обломки дронов уже превратились в просто обломки неизвестно чего. Однако местные жители писали о взрывах возле городской ТЭЦ. Это та самая станция, по которой Украина уже била 31 октября ракетами «Нептун». Тогда пострадало распределительное устройство, и город частично погрузился во тьму. Теперь вновь сообщения о прилетах. Власти молчат о повреждениях, но пожарные и спецслужбы были на месте. Другой целью стала энергосистема во Владимирской области. Местный губернатор подтвердил удар по инфраструктуре, не уточняя объект. Российские СМИ пишут, что цель — подстанция Владимирская, один из ключевых узлов российской энергосети, от которой зависит и энергоснабжение Москвы. Предыдущий удар по этому объекту был нанесен всего неделю назад. Минобороны РФ бодро отчиталась о 40 сбитых дронах почти по всей полосе приграничных областей. Но Владимирскую область в отчете почему-то забыли. Картина стандартная, официальная версия. Все перехвачено, на земле пылающие подстанции и перебои. В Ярославской области беспилотники атаковали нефтяную инфраструктуру. Местное начальство вынуждено было признать очевидное. В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в 2 округах региона. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время последствия локализованы. Губернатор не уточнил, где же нанесены эти незначительные повреждения. Известно, что в области расположены НПС Палкино в Мышкинском районе, нефтепродуктоперекачивающая станция ППС Никоус в Рыбинске и ряд других похожих объектов, принадлежащих Транснефти. Российская Минобороны снова рапортует об окружении группировки ВСУ в районе Покровска и Мирнограда. В Киеве об окружении не слышали. Мы продолжаем оборонительные операции, включая Покровск, где ситуация самая сложная. Город Покровск по-прежнему полностью находится под контролем Украины, и мы продолжаем сдерживать российские войска на нашей территории. Тут заявляют об отражении 80 атак врага за сутки, 2/3 из которых на Покровском направлении. В Покровске продолжаются поисково-ударные действия и ликвидация врага всеми средствами. Проводятся мероприятия по блокированию противника, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В отдельных районах спецподразделения зачищают вражеские позиции.
В группировке «Восток» признают, что логистика в районе Покровска сталкивается с проблемами, но работает. Североатлантический альянс готовит блокаду Калининградской области. Коварные планы натовской военщины разоблачил российский МИД. С таким заявлением выступил один из замов Лаврова Александр Грушко. Во время учения Альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области, идет активная милитаризация Балтийского региона, накачка его коалиционными силами и средствами. МИДовский ястреб делает вывод: диалог в таких условиях почти невозможен, поэтому Россия готовится защищаться всеми доступными международно-правовыми и иными средствами. Ранее с подобными разоблачениями выступил Николай Патрушев, но Запад и не скрывал, сценарии отрабатываются, но как ответ на возможную агрессию Кремля против стран-членов Альянса. Экс-главнокомандующий войсками НАТО Бен Ходжес утверждал недавно, что Альянс способен уничтожить российские силы в Калининграде в первые часы, если Москва нападет на одного из союзников. О своих провокациях, таких как нацеливание «Искандеров» на Варшаву во время недавних учений «Запад-2025» в МИДе России не вспомнили. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Звучных эпитетов для победы Зохрана Мамдани на выборах в Нью-Йорке хватает. 34-летний политик набрал более 50% голосов и станет самым молодым мэром этого мегаполиса за последние 100 лет. Он же станет первым мусульманином и первым выходцем из Африки, родился в Уганде, который возглавит Большое Яблоко. Для местной политики, где правили классические демократы-центристы, это почти революция. Мамдани называет себя демократическим социалистом и обещает большие перемены. Нью-Йорк, сегодня ты вручил мандат на перемены, мандат на новую политику, мандат на город, который мы можем себе позволить, и мандат на правительство, которое обеспечит именно это. Республиканский кандидат потерпел сокрушительное поражение, набрав чуть больше 7%. Но партия Трампа проиграла и в других местах. В Вирджинии победила 46-летняя Эбигейл Спенбергер. Более 53% голосов и статус первой женщины-губернатора в истории штата. Ее будущая вице-губернатор Газала Хашми тоже делает историю. Первая мусульманка, избранная на такую должность на уровне штата. Нью-Джерси тоже ушел к демократам. 53-летняя Микки Шерилл получила 56% и станет первой женщиной-губернатором-демократом в штате. Я знаю ваши трудности, я знаю ваши надежды, я знаю ваши мечты. Кампании победителей демократов были разными, но объединяло их одно – ставка на социальную повестку и жесткая критика хозяина Белого дома. И она сработала. Сам Трамп видит две причины поражения республиканцев. Трампа не было в бюллетенях и шатдаун правительства. Вот две причины, по которым республиканцы проиграли выборы. Но, возможно, проблема в чем-то еще, ведь факты говорят сами за себя. Спустя год после победы Трампа Америка отворачивается от его однопартийцев. Перемирие в войне. Правда, речь идет о войне торговой. Пекин объявил об отмене на год дополнительных 24% пошлин на американские товары, которые ввел весной. Правда, базовые 10% остаются. Как пишет Reuters, с 10 ноября Китай также снимет до 15% пошлин с части американской сельхозпродукции. Однако для ключевого товара из США, сои, все равно выходит около 13%. А значит, американский продукт все еще дороже бразильского. В этом году китайцы купили лишь около 20% американской сои. До торговой войны было 41%, и вряд ли это понравится американским фермерам. Новые шаги Пекина, скорее всего, являются результатом недавней встречи Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане. Президент США сразу же после нее заявил о снижении пошлин на китайские товары с 57% до 47% и о урегулировании большинства споров. А еще, по словам Трампа, стороны заключили годовое соглашение по редкоземельным металлам. В Пекине воздержались от комментариев, но теперь делают конкретные шаги.
Одна из самых страшных авиакатастроф последних лет в США. Транспортный самолет MD-11 компании UPS разбился сразу после взлета в Луисвилле, штат Кентукки. Машина должна была лететь в Гонолулу, но не успела набрать высоту и рухнула на землю. Губернатор Энди Бешер подтвердил, погибли 7 человек, среди них 3 члена экипажа. Еще 11 получили ранения на земле, и власти предупредили, количество жертв может вырасти. Как показали местные выборы, американские избиратели начинают смотреть налево. Налево смотрят и некоторые ярчайшие деятели республиканцев. Но в этом случае речь идет не о смене политической программы. В США запахло новым скандалом. Тут все активнее обсуждают отношения вице-президента Джей Ди Венса и Эрики Кирк, вдовы убитого сторонника Трампа Чарли Кирка. Об этом пишет Бильд. Повод — объятия на сцене университета Миссисипи, которая взорвала интернет. На мероприятии Turning Point USA, основанным погибшим от пули снайпера блогером, руки Венса оказались на талии вдовы, а ее ладонь нежно прошлась по волосам вице-президента. В соцсетях момент разобрали по кадрам. Поклонники строят теории, критики обвиняют вдову в слишком открытом поведении после трагедии, консерваторы спорят о допустимых границах. Эрика представила Венса как хорошего друга и заявила, что видит в нем черты своего покойного мужа. На мероприятии присутствовала и жена вице-президента Уша Венс. Пара вместе уже 10 лет, у них 3 детей, Джей Ди католик, а Уша индуистка. И он снова повторил, что надеется на ее обращение в христианство. Она же не раз публично давала понять, что менять веру не собирается. А вот не задумается ли после всего этого вторая леди США о смене мужа? Как думаете? Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.